Всем привет, дорогие друзья! Сегодня готовлю картофельные зразы с мясом. Нежные пирожки из картофельного пюре с сочной мясной начинкой. Снаружи они румяные, а внутри мягкое картофельное тесто и ароматное мясо с луком. Такое блюдо часто называют по-разному – и зразы, и картофельные пирожки, но вне зависимости от названия они получаются необычайно вкусные. И, кстати, напишите в комментариях, как называют эти пирожки у вас в семье. Приготовлю картофельное тесто, и для этого мне понадобится картофель я режу средними кусочками. Заливаю холодной водой и ставлю вариться до готовности. Воду сейчас я не солю. Приготовлю начинку, и для этого мне понадобится Я люблю, когда в мясной начинке много жареного лука, поэтому использую такие 1,5 крупные луковицы. Режу их мелко. Разогреваю сковородку, наливаю растительное масло и отправляю обжариваться лук до легкого золотистого цвета. Для аромата добавлю в лук примерно пол чайной ложки тимьяна. Я хочу, чтобы тимьян прогрелся на сковороде вместе с луком. Тогда он даст больше своего аромата. Лук обжарился, снимаю сковородку с плиты. Заранее я отварила кусочек свинины. Можно также для рецепта использовать и говядину, и курицу. Разрезаю мясо на кусочки. И буду измельчать его в блендере. Можно также мясо пропустить через мясорубку, как вам удобно. Добавляю немного бульона в чашу и продолжаю измельчать. Чтобы начинка не была сухой и мясо легче измельчалось, я специально оставила немного бульона. Перекладываю мясо в миску. Добавляю обжаренный лук. По вкусу добавляем соль, черный перец. И я также добавляю чайную ложку сушеного чеснока. Добавляю еще немного бульона. Хочу, чтобы начинка была сочная. Перемешиваю. И, конечно, обязательно начинку попробуйте на вкус. Такая начинка получается очень вкусная. И с ней можно делать и пирожки, и пироги, и блины фаршировать. В общем, все, что вы хотите. Картофель уже сварился. Я его шумовкой достаю из воды и хорошо стряхиваю. Лишняя влага в тесте не нужна. Перекладываю картофель в миску. Толкушкой разминаю картофель в пюре. Оставляю пюре остыть до комнатной температуры. Пока пюре еще теплое, добавляю в него соль по вкусу. И также добавлю чайную ложку сушеного лука. Перемешаю. Когда пюре остыло до комнатной температуры, оно такое слегка теплое, добавляю в него яйцо. Я использую яйцо среднего размера. Перемешиваю. И постепенно добавляю муку. Я добавляю сейчас такие 4 столовые ложки с горкой. Перемешиваю. Это тесто долго вымешивать не надо. Просто хорошо все соединяем. Если его месить долго, в муке разовьется клейковина, и тесто будет невкусным, будет таким клейким. Поэтому все объединяем и все. Больше никаких действий не делаем, не месим его. Стол также хорошо подсыпаю мукой, выкладываю сюда тесто. Как видите, оно у меня еще до конца даже не вымешано. Сверху также подпыляю мукой и собираю тесто вот таким образом, в один ком. Чуть-чуть подмешиваю. Формирую из теста валик. Если тесто липнет, обязательно подпыляйте мукой. Для удобства я валик разделю на 2 части. Чуть больше его раскатываю
и делю на кусочки. Я буду делать такие небольшие картофельные пирожки. Если вы хотите, конечно, вы можете делать их более такими крупными. Кусочки теста я подкатываю в шар, чтобы тесто не липло к рукам. Руки просто можно иногда помыть. Тогда это картофельное тесто не так прилипает. Ну и, конечно, дополнительно я пользуюсь мукой. Вот таким образом формирую такие небольшие шарики, лепешки. Потом будет очень удобно все формировать. С этим тестом очень хорошо работать, когда оно еще слегка тепленькое. Оно получается очень мягкое. Ну и теперь леплю сами пирожки. Я беру кусочек теста, беру чистыми руками. Можно совсем чуть-чуть окунуть их в муку. Вот так расплющиваю лепешку, выкладываю начинку и закрываю пирожок. И вот таким образом подкатываю его в руках. Придаю вот такую овальную форму. И вот теперь уже можно немного его обвалять в муке. У меня получится вот такие зразы, пирожки совсем небольшого размера. Перекладываю на подготовленный поднос. Я его слегка подсыпала мукой. И таким образом формирую все пирожки или зразы. Начинки я, как всегда, выкладываю много. Хочется, чтобы ее было побольше. Немного в муку. И подкатываю. Всего из этого количества ингредиентов у меня получился 21 пирожок вот такого небольшого размера. Кстати, пирожки именно вот в таком виде можно заморозить, отправить их в морозилку, затем переложить в плотный пакет, и у вас будет готов вот такой полуфабрикат. И вы, когда надо, быстро можете приготовить пирожки. Включаю разогреваться сковородку, наливаю растительное масло. Когда сковородка разогрелась, огонь сразу делаем тише и выкладываю картофельные пирожки на сковородку. Старайтесь стряхнуть лишнюю муку. У меня сковородка большая, поэтому поместится сразу много пирожков. Вот первые пирожки, которые я уже положила на сковородку, уже поджарились. Я их аккуратненько переворачиваю. Тесто очень нежное, поэтому я рекомендую пирожки переворачивать очень аккуратно, лучше всего силиконовой лопаткой. Обжариваем на среднем огне буквально по 2-3 минуты с каждой стороны, не надо больше. Начинка внутри готова, все готово, поэтому просто делаем их красивыми и румяными. Сами пирожки получаются такие довольно кругленькие, поэтому их можно даже поставить на бочок и поджарить еще сбоку до румяной красивой корочки. Пирожки готовы. Снимаю их на тарелку с бумажными полотенцами, чтобы убрать лишнее масло. Отправляю обжариваться вторую партию пирожков. Как видите, я их обжариваю в совсем небольшом количестве масла. Все пирожки уже готовы. Это так быстро. Вот такие очень красивые и вкусные пирожки зразы получились. А я желаю всем приятного просмотра и приятного аппетита. Если видео вам понравилось, ставьте лайк, пишите комментарий, делитесь им с вашими друзьями в социальных сетях. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые интересные рецепты. Всем пока!